Пешеходных не всегда пропускают в Одессе. Иду по пешеходному, а люди меня не пропускают. Ну, не будем показывать их номера. Может, они когда-то сделают выводы и начнут вести себя правильно. В Одессу сегодня вернулось настоящее лето, поэтому всех приветствуем из солнечной Одессы. Мы сейчас с вами находимся на Греческой площади в историческом центре города. И постепенно переместимся, прогуляемся по улице Греческой. Там вот подать рукой буквально и уже улица Дерибасовская. Почему эта площадь называется Греческая, улица называется Греческая? Просто потому, что в Одессе исторически сложилась тенденция к тому, что в какой местности проживали какие национальности, от этого и называли эти улицы и площади. У нас есть Польская улица, Польский спуск, есть Еврейская улица, и вот есть Греческая. Здесь даже если смотреть на архитектуру, периодически можно подумать, что ты в той же Греции. Посмотрите, какая прелесть. Нужно просто идти и все разглядывать. Видите, я не знала, Греческая площадь сейчас называется Грецкий Майдан. Ну, а дальше идет улица Гречка. Многим из наших зрителей очень интересно, что же происходит у нас ежедневно в городе. Сегодня у нас в городе спокойное утро, чего не скажешь о вчерашнем вечере. В 7 часов вечера прозвучал первый сигнал воздушной тревоги. В оповещении было написано, что выход баллистики из Крыма и Одессе Черноморску приготовиться. Буквально через минуту прозвучал первый сильный взрыв. Сразу же было опубликовано, что есть прилет в области, конкретно в Черноморске, и вы представляете силу ударной волны, если прилет был в Черноморске, а Одесса услышала. Буквально через час прозвучал еще один сигнал воздушной тревоги. Снова был выход баллистики, и снова Одессу Черноморску нужно было приготовиться. Был повторный взрыв, и снова прилетела ракета. И после 10 часов вечера снова была воздушная тревога, третий раз. Была угроза ракетного обстрела города из тактической авиации в море. А еще после 12 часов ночи была объявлена снова воздушная тревога и была угроза атаки дронов на город и область. Вчерашняя атака снова была на портовую инфраструктуру городов, но самое страшное, что снова пострадали люди. Погибло 7 человек. Есть раненые, есть люди в тяжелом состоянии, есть пострадавшие. У нас в последнее время участились обстрелы города, области, поэтому сейчас нужно каждому быть предельно осторожным, хоть и не все зависит от нас. Для тех, кто приезжает в город, наверное, интересно, сколько у нас стоит парковка, но средняя стоимость это 20 гривен за час. Хотя в Аркадии 45 гривен за час, насколько я знаю. Многие из наших зрителей интересуются, есть ли сейчас в городе электроэнергия. Да, к счастью, электроэнергия есть. Уже нету таких отключений света, как были летом. Периодически не бывает, только связанные с ремонтом, и то на некоторых улицах. Но нас уже давно заранее предупреждают о том, что зима в Одессе будет сложная, и что самые сложные ситуации с электроэнергией будут в Одессе, в Киеве и в Харькове. Сложилось так, что Одесса вообще единственный город в Украине без внутренней генерации электроэнергии. Но сейчас в городе стараются решить эту проблему, чтобы мы были зимой со светом и теплом, и строят специальные машины, которые будут проводить электроэнергию и тепло, сжигая газ. Поэтому надежда только на эти машины. Иначе все мы зимой будем сидеть без света и мерзнуть. Это в худшей ситуации. Все равно каждый из нас надеется на то, что зима у нас будет нормальная, со светом, с теплом. Одесса осенью превращается в совершенно другой город. Летом все зеленое, сейчас все желтеет. Посмотрите, из-за ветра сейчас много листьев на дороге, хотя каждое утро все убирается. Аптека Гаевского. Аптека Гаевского – это первая аптека в городе. Она была здесь, открыта не здесь,
Это уже ее филиалы, но здесь, видите, украшают витрины такие интересные баночки. Так, сейчас загорится зеленый и перейдем с вами дорогу. Как раз мы сейчас пересекаем улицу Ришельевскую, а вот там, если вы посмотрите, оперный театр. Вон он, жемчужинка Одессы. А вот пока не загорелся зеленый, еще с этой стороны в аптеке Гаевского. Смотрите, как раньше одевались фармацевты в Одессе. Сейчас мода меняется, все ходят в белых халатах. А раньше вот так. Здесь даже зеркало есть, видите? Можно на меня посмотреть. Сегодня все ведут себя культурно, согласно правилам дорожного движения, и никто не перебегал дорогу. Всякое можно увидеть на улицах Одессы. Зачастую не все ждут, пока загорится зеленый. Вижу, на заднем фоне идет настоящий одесский моряк. Сейчас вы его увидите. Даже не хочется выключать камеру. Вы знаете, в последнее время в Одессе все время что-то происходит. У нас уже было и землетрясение, и потоп, и уже третий год война, и все, что происходит новое, не всегда радует. И вот недавно иду я по улице и почувствовала, что на меня села насекомое. Я когда посмотрела на свою руку, я просто ужаснулась. Это был комар, но он был абсолютно необычным. Еще одним неприятным событием, которое произошло у нас в городе, стало то, что в Одессе и в Одесской области появился новый вид насекомых, новый вид комаров, который называется азиатский тигровый комар. И все бы было ничего, но этот комар является достаточно опасным, потому что он является переносчиком лихорадки денге, желтой лихорадки и других болезней, опасных для человека. И выглядит он, я прикреплю картинку, чтобы вы все знали, как он выглядит. Раз уже мы идем по одной из самых старых улиц города Одессы, то хотелось бы заглянуть в Одесский дворик. Класс, сюда мы еще не заходили. Мне нравится посещать одесские старые дворы. Они построены таким образом, что в них нету ветра. Ну, то, что здесь есть стирка, меня не удивило. Во всех одесских дворах есть стирка. Вы знаете, здесь открыта парадная. И я думаю, что нам нужно пойти и посмотреть, что там внутри. Честно сказать, мне страшно. Смотрите, как здесь красиво. Окошко какое-то. Смотрите, какая лестница интересная. Смотрите, вот так выглядит эта парадная. Ну, и здесь, видимо, живут люди. Я не хочу подниматься выше, потому что мне страшно. Была бы с Ириной, пошла бы. А так выхожу. Ну, такое, не могу сказать, что здесь очень приятно, но интересно. Так, выходим со двора. Он достаточно маленький, поэтому быстро все посмотрели и идем дальше. Вот здесь недалеко мореходка, и видите, второй настоящий одесский будущий моряк пошел. Вот на фоне фанерных листов, которыми забили окна Музея западного и восточного искусств, хочу сказать, что многие из наших зрителей почему-то не доверяют ни нам, ни другим блогерам и новостям Украины, что у нас в стране и в городе война. У вас есть отличный шанс переубедиться в этом лично. Например, приехать в Одессу. Одесса туристический город, ждет всех. Приезжайте на недельку, можно сейчас, возможно, даже на пару дней, и переубедитесь сами, как спокойно живут по ночам одесситы. И есть ли здесь взрывы, и страдают ли здесь люди. А то все делают выводы, что у нас тихо, спокойно, все танцуют и всем весело, сидя у себя дома на диване в других странах. Но всегда это можно исправить, раз у вас все плохо с доверием, и вы не доверяете одесситам.
сейчас приближаемся к моему любимому балкону в Одессе, наверное, потому что мне он всегда кажется нереально красивым. Так, и еще одесские моряки. Как красиво, когда у разных профессий есть своя форма. Обратите внимание, ну вот просто вот хочется идти и рассматривать ребят. У жителей города Южный сегодня нововведение. Очень много вопросов велось о том, как переименовать город, и даже были варианты переименования его в Порт-Аненталь. Но сегодня официально Верховная Рада переименовала город Южный, и теперь он называется город Південний. Так что не путайте, города Южного больше нет. Есть город Південний, и действительно сейчас очень многое переименовывают, и периодически идешь по городу и путаешься в улицах. На это все нужно время, чтобы привыкнуть. Вчера пришло потепление, и оно у нас продержится на несколько дней. У нас сейчас 21-23 градуса. Некоторые люди даже загорают еще на пляжах города. Ну а дальше через 3-4 дня у нас снова похолодает. Будет плюс 17, плюс 15, ну уже, наверное, 20 плюс будет к весне. Сегодня вышло солнце, на деревьях уже желтые листья, такое замечательное освещение, и так хочется забыть о негативе, забыть о войне, просто гулять, наслаждаясь этой красотой и понимать, насколько в красивом городе живут одесситы. Спасибо вам, что вы остаетесь с нами, и желаем вам прекрасного тихого дня, хорошего настроения, берегите себя и своих близких. И до встречи в следующих видео из Одессы.